Я хочу вам представить Уди Орена, доктора наук по клинической психологии, президента многих международных ассоциаций. Я хочу поблагодарить, что вы пришли к нам, что вы прочтете лекцию по одной из самых актуальных тем современной практической психологии. И несмотря на то, что как раз смотря на то, что у нас есть коллеги, которые тоже занимаются схожими проблемами, нам чрезвычайно важно узнать, как это делают профессионалы из других стран. Я представляю вам слово. First of all, thank you so much for coming and for my colleagues here for organizing this lecture. Сначала я хотела бы всех вас поблагодарить за то, что вы пришли, и поблагодарить моих коллег, которые организовали эту встречу. As my esteemed colleague here introduced me, my name is Udi Orena. I'm an Israeli psychologist. И как мой коллега уже представил меня зовут Уди Орен, я психолог из Израиля. And I come here mostly as the president of an organization called EMDR Europe. И здесь я представляю институт, который специализируется по методу EMDR. This organization is the umbrella association for all the national EMDR associations in Europe. То есть и эта ассоциация, эта организация, она как некая объединяющая организация, которая включает в себя все национальные и более мелкие организации, связанные с этой техникой EMDR. At the moment, there are close to 20 associations like that, all over Western and some parts of Eastern Europe. И сейчас уже практически существует 20 ассоций, как в Западной Европе, так и в Восточной. With over 7,000 members all over. И в которые входит около 7000 членов. And as I said, I'm really glad to be here and offer you just a glimpse, just a little introduction into really a wonderful psychotherapy called EMDR. И я здесь, чтобы представить вам хотя бы немножечко, рассказать вам об этом уникальном методе EMDR. Before I begin, I'd like to say one thing and ask a question. Сначала я бы хотел сказать одну вещь и задать вам вопрос. The one thing that I want to say, and I hope to remember to say that again at the end of the lecture, is that this is not a workshop. This is not coming to teach you about how to do EMDR. То есть, о чем я хочу сказать сейчас, я надеюсь, что я вспомню и скажу об этом в самом конце нашей встречи, это то, что наша встреча это не воркшоп. Я не собираюсь вас обучать этому методу. But basically give you an introductory lecture, so you'll hear a little about it, and hopefully join a future workshop that will teach you how to conduct EMDR therapy. Это будет больше такое некое знакомство, вступительная такая лекция об этом методе для того, чтобы заинтересовать вас и, возможно, в дальнейшем вы захотите продолжать учиться этому методу по этой программе. And really the first general question that I'd like to address is really what is EMDR? И первый такой общий вопрос это что такое EMDR? And EMDR is basically a form of psychotherapy. То есть EMDR это некая форма психотерапии. It has become famous in treating trauma. И эта методика стала известна в работе с травмой. But it is really able to treat a very wide range of psychological difficulties. Но также этот подход применим в работе в более широком спектре that focus on emotional, cognitive, behavioral and somatic problems. И это проблемы эмоциональные, поведенческие, когнитивные, соматические. Now, as I said, it originated as a psychotherapy that dealt with both
man-made and natural trauma. Man-made, like, you know, people assaulting, war. Ну, то есть, как я сказал, что в основе ее лежит все-таки работа с травмой. But also for earthquakes, tsunami. Но также и с такими проблемами, как землетрясения, аварии. But in addition to that, that's like the major, let's say, trunk of the tree of EMDR, dealing with trauma. То есть вот это как бы основной, это ствол как бы этого метода, он работает с травмой. But as we will speak a little later, the definition of trauma in EMDR terminology is much broader than the usual definition of trauma. Но как мы потом увидим, что значение самого термина травма, он шире в понятии EMDR, чем мы привыкли. But in addition to that, EMDR helps people to perform better than they are used to. Но также этот метод помогает людям лучше себя представлять и вообще как бы жить. So there's quite a bit of work with people in the performance arts, with people who do sports, competitive sports, with people who need to speak in public, etc. И мы используем эту методику в работе с людьми, которые занимаются спортом или театром, должны выступать, давать лекции или говорить перед аудиторией. One of the nice things about EMDR is that it developed just 20 years ago. И что интересно, эта методика была разработана всего лишь 20 лет назад. So in the field of psychotherapy, EMDR is a relatively young psychotherapy. И в поле различных психологических, терапевтических техник это достаточно молодая методика. And the originator of EMDR, a woman called Francine Shapiro, И основала эту методику Фрэнсин Шапиро. whose grandparents came from Russia. Ее прабабушки, дедушки, они родом из России. She didn't try to invent everything from scratch from the beginning. То есть она не пыталась что-то изобрести вот с нуля, с белого листа. So she took parts from dynamic psychotherapy, CBT, mind-body psychotherapy, and other psychotherapies. И поэтому она брала уже какие-то знания и базу из динамической психотерапии, связь ума и тела, mind and body, и что-то еще. КБТ. Когнитивное. So she took different things, the best things from different schools, То есть она взяла самое лучшее из разных and школ added to it a few unique aspects that are just unique to EMDR. и добавила к ним какие-то очень уникальные, присущие только EMDR методике аспекты. So when we look at EMDR, we can see different parts that we can recognize from other therapies. Когда мы более внимательно присматриваемся к технике EMDR, мы можем увидеть там разные уже знакомые нам подходы из других техник. But there are certain aspects that are very new, and I must admit, a little different or even strange. Но какие-то некоторые аспекты, они очень уникальны, они не похожи ни на что иное и достаточно странные. And the strange thing is really the first thing that Shapiro found out. И что самое странное, это то, что Шапиро обнаружила, открыла. In 1987, Shapiro, who was just recovering from cancer illness, was taking a walk. То есть это произошло в 1987 году, когда Шапиро сама когда выздоравливала после рака, и она просто шла. And she was having difficult thoughts about, you know, life and death and illness and all kinds of disturbing things. И в ее голове было очень много таких сложных мыслей о жизни, о смерти, много было тревожных
мыслей. And she would have this walk on a daily basis, and every day she would have these disturbing thoughts. И вот она совершала такие прогулки каждый день, и каждый день к ней приходили вот эти тяжелые мысли. And I assume that she, just like all of us, when we have these disturbing thoughts, we don't feel great emotionally, and sometimes our bodies are not feeling that good. И мы все знаем, да, что когда у нас в голове какие-то очень тяжелые, раздражающие мысли, мы как-то себя не очень хорошо чувствуем, ни телом, ни эмоционально. And that was also true for her. И так же было и для нее. But on that specific day, she noticed something really strange. Но в тот особенный день она заметила что-то особенное. At one point, she noticed that she was feeling much better very quickly. Она вдруг почувствовала, что она внезапно почувствовала себя гораздо лучше. Это произошло вот всего And she asked herself, what happened? How come she was feeling better? И она спросила себя, что же произошло, из-за чего она стала себя чувствовать And лучше. the answer she came up with was that just the previous minute, her eyes moved very rapidly from side to side. И когда она спросила себя об этом, она вспомнила, что буквально минуту назад она очень быстро двигала глазами из стороны в сторону. If you look at my eyes right now, they move like that. Если вы сейчас посмотрите на мои глаза, они как раз двигаются вот так. Okay, из very стороны в сторону. quickly. Очень-очень быстро. It's called saccadic eye movement. Saccadic eye movement. Don't translate, just say saccadic. Саккадические движения, саккадические движения глазами. Saccadichkike. That's right. That's exactly the word I was looking for. Да, это именно то слово, которое So that's a term that is known in the medical world. То есть это термин, который известен в медицинском мире. And let me ask you a question. Do you see a connection between eye movements and feeling better? То есть я хочу вас спросить, чувствуете ли вы какую-то связь между вот этим быстрым движением глаз и тем, что вдруг вы себя начинаете ощущать по-другому и лучше? Anyone? Of Кто-нибудь? course not. There's no connection, right? Совершенно же нет никакой взаимосвязи. Well, she thought so too. И она тоже так же думала. She asked herself, what's the connection between this and that? It's like there's no connection. И она спросила себя, Господи, ну какая же взаимосвязь? Вообще никакой связи нет между этими. But she, I'm starting to sweat, and he needs to open the window and keep it open, even if he freezes to death. Пожалуйста, оставляйте окно открытым, если вам будет холодно. But she was very inquisitive. She kind of said, "What's going on here?" And she decided to look into that. Но она действительно хотела докопаться и понять, что же произошло, какая между этим связь. So she brought back these difficult questions, these difficult thoughts. И она как-то вернула в воспоминания вот эти вот трудные, тяжелые мысли. And again moved her eyes from side to side. И опять начала двигать глазами из стороны в сторону. And these difficult feelings and thoughts and body sensations just disappeared. И опять же, и тяжелые мысли ушли, и тяжелые ощущения в теле, все исчезло. Strange, right? Странно, не так ли? She went back to, at that time she was a PhD student in psychology. Тогда она училась на факультете психологии. And she went back and tried it out with her friends and colleagues. И она стала как-то спрашивать и советоваться с коллегами. And she found out that the same response was true for them. И она узнала, что для них происходит то же самое. And then she decided to write her PhD on that topic. И тогда она решила писать свою кандидатскую на эту тему.